Несколько лет назад ко мне обратилась мама пациентки по поводу своих проблем, психологических проблем, своих запросов. И один из важных моментов для нее было переживание по поводу своей дочери. И пройдя определенный этап психотерапии, мама, поговорив с дочерью, убедила ее обратиться ко мне. И тогда, спустя несколько месяцев, на приеме у меня оказалась Майя. С Майей работали в течение нескольких лет. Изначально она пришла по поводу самоповреждения. И ее беспокоило чувство вины, ее беспокоило то, что она может с собой сделать что-то плохое. Ей казалось, что она подводит и подставляет своих близких, причиняет им тем самым боль, страдания и так далее. И мы в течение нескольких лет с ней работали. Понятное дело, запросы менялись, то есть мы не всегда стояли только на теме самоповреждений, поскольку это все-таки мы рассматриваем как симптом семейной системы, и постепенно мы перешли от ее переживаний по поводу симптомов к личности, к ее личностным переживаниям, а далее к ее системе взаимоотношений. И, скажем, работа продолжается. Нужно отметить, что в течение этого периода мы не использовали фармакотерапию, и основным методом была индивидуальная психотерапия. Мы не использовали групповую психотерапию, мы не использовали семейную психотерапию. Я думаю, что в этом видео она расскажет тот нелегкий маршрут и путь, который проходит пациент, страдающий самоповреждением. Я надеюсь, что это видео поможет тем, кто страдает от этого недуга, понять, что вы не виноваты, вы не плохие, что любые проблемы решаются, стоит только захотеть и обратиться к специалистам по этому поводу, чего, собственно, я желаю тем, кто страдает этим. Надеюсь, что видео будет полезным и интересным. Но в один момент ты просто не можешь что-то пережить. Тебе становится на все наплевать, ничего тебя не радует, и, собственно, откуда-то приходит желание умереть. Еще очень большая злость внутри на все, на мир, на окружающих, на себя. И, не знаю, тебе хочется умереть. Это началось лет, не знаю, в 14-15. Переходный такой возраст. Все сложно. Чувствуешь очень много. Непонятно. Это закончилось, наверное, года 3-4 назад с психотерапией. Собственно, и закончилось. У меня есть лучшая подруга, могу ей сказать. Но это будет что-то между делом, и этому не будет посвящен разговор. В целом так, да, как и все говорят, блин, все, хочу сдохнуть. Так, чтобы серьезно об этом с кем-то говорить, нет, конечно. Только с психотерапевтом, но это позже. Ссоры с близкими людьми. Близкие люди, когда ты с ними ссоришься, либо их теряешь, каких-то, не знаю, друзей, партнеров. Последней каплей были отношения, и мы очень сильно поругались. Я поняла, что все, человек заставил меня чувствовать себя очень плохо. Это было импульсивно, и поэтому, скорее всего, демонстративно. А из-за того, что это не было никак продумано и спланировано. Просто были об этом мысли, но четкого плана не было. И вот последний триггер, когда наступил, это была просто импульсивная вот такая реакция. Да, иногда прям хочется. Но благо есть психотерапия. Когда было лет, наверное, 14, у меня было отвратительное настроение, я была жутко подавлена. У меня в руках был циркуль, и я просто попробовала что-то себе почиркать. Подумала, интересное ощущение, мне понравилось. Выпустила все свои эмоции и чувства, и, собственно, с этого все началось. Позже, естественно, я в интернете где-то что-то почитала. Мне понравилось в книжке «Код да Винчи». Там монах брал шипованный ремень и затягивал себе на бедре шипами внутрь. Я такая, надо сделать так же. Интересно, никому не видно, но ощущения те же.
Но в целом нет, до этого не дошло, поэтому других способов нет для меня. Но если брать вообще в целом это поведение, то оно, конечно, не только на этом завязано. Если я, например, себя не режу, то, не знаю, я иду курю, я иду в зал, бегаю до потери пульса, или там, не знаю, занимаюсь. Либо я очень много работаю, либо пью очень много кофе и мало ем. Это же крайнее проявление какое-то только, которое уже заметно, но остальное так неосознанно. Да нет, не знали. Каждый в целом был занят своими делами. И я была тоже как-то сама в себе. Просто они видели, что я все время сижу дома, не хочу ни с кем не разговаривать, не гулять, не общаться и так далее. Один раз моя мать заметила это. Естественно, она просила все это показать. Я отбивалась как могла. Но просила этого не делать. Но вот так все это и как-то замялось. Иногда прятала, иногда нет. Они были не настолько сильными, чтобы их прятать. Тем более, можно и делать так, что он в целом не будет заметно. Есть такие части тела замечательные. Есть, например, вот эта часть. Ее никто вообще никогда, она не видна. Пожалуйста, тебе надо слить. Тебе не нужно шрамирование, тебе надо слить эту энергию и злость. По крайней мере, в моем случае. Чувство легкого освобождения – хорошо, но одновременно чувство вины от того, что ты это делаешь. Но и ты снова злишься, но это все равно такой замкнутый круг. Но это было в крайнем случае, когда была вот эта импульсивная попытка суицида. Естественно, да, вызвали скорую, увезли, зашили. В целом все. А моя мать работала в клинике Инсайт врачом-психиатром, а другого отделения не в Казани. Она меня поставила перед фактом. Ты, говорит, пойдешь на психотерапию. Я очень долго брыкалась, отнекивалась и говорила, нет, я не хочу. И либо она сказала, либо ложишься куда-нибудь. Я говорила, нет, я точно не лягу. Мне тут универ заканчивается и так далее. В итоге мы начали заниматься психотерапией с Ренатом Денисовичем. Долго, упорно. Он меня терпел полгода. Я выкобенивалась как могла. С отчимом у меня вообще в целом нейтральные отношения. Он, конечно, присутствует в моей жизни, но так, опосредованно с матерью. Мы очень много ругались. Потом вроде как-то все стало налаживаться. Сложно. У кого просто. Семейной терапии нет, у нас не было. Хотя я позже, через 2 года об этом думала. Да и все. В целом. О, боже. На тот момент я жила в Казани. И первое, о чем я подумала, что мне нужно ехать. Мне нужно так долго добираться до Зурурам. И мне очень сильно не понравился этот первый вопрос, который обычно задают. Чего ты хочешь от психотерапии, чего... Я говорю, я не хочу ничего, меня сюда привели. Ренат Денисович очень долго меня слушал, потом долго думал, что со мной делать. Не знаю, мы поговорили как-то очень поверхностно, очень шапочно о чувствах. Он пытался вызвать у меня какое-то доверие, но мне это жутко не нравилось. Я вышла оттуда и подумала, боже, и что, этим мне заниматься? 2 раза в неделю, думаю, раз не понравилось, 2 не понравилось, 3 не понравилось, мне ничего не нравилось полгода. Я не разговаривала практически, но через полгода как-то начали, он меня разговорил, сделал так, чтобы я уже сама захотела разобраться в своих проблемах. Что, собственно, и произошло, и до сих пор происходит. Не знаю, что я отхожу, да, я говорю, вот же, все нормально, отходила, отлично, классно, пойду я дальше заниматься своими делами. Это, кстати, о пользе того, что лучше не стоит менять терапевта хотя бы там месяца 2. Ренат Денисович умеет все равно расположить к себе, вызвать доверие.
И вот, собственно, он это и сделал. Плюс вот мне самой стало уж вроде как интересно. Он меня не осуждает, он меня слушает. И мне самой хотелось уже. Ну что, я думаю, просиживаю деньги, тут молчу. Тут как-то обоюдно. И очень плавно. Сначала 2 раза в неделю. Через год где-то 1 раз в неделю могла ходить, 1 раз в 2 недели. Чувствовала, что мне нужно больше сеансов. Мы переходили опять на 2 раза в неделю. Сначала мы много молчали и перекидывались какими-то мелкими фразами. Позже он меня разговорил, и мы говорили вообще обо всем. Обо всем, что меня беспокоило. А этого оказалось очень много. Очень. Начиная с семьи, там, заканчивая, не знаю, работой и какими-то любовными отношениями. Все. Перелопатили кучу тем. Сначала я хотела понять все-таки, зачем я это сделала, во-первых. Во-вторых, семья, отношения с семьей, вытекающие из этого отношения с партнером. После этого какие-то уже запросы по поводу самоопределения себя, профессии, чего я хочу, где жить и так далее. Ну, то есть это прям от базовых к конкретно Ренат Данисович, чем мне заниматься дальше. Во-первых, мы очень много все время говорили, естественно. А во-вторых, он мне давал какие-то задания написать какое-нибудь письмо человеку, которого нет, или там что-то банальное, там 5 вещей в себе или 100. Он мне вечно давал очень большие списки, у меня была очень низкая самооценка. Он говорит, 100 там вещей, например, напиши в себе хороших, там, да, я приходила там с 2 и такая, не буду больше писать. Или, не знаю, я разговаривала со стулом, ну, в смысле, представляя человека, которого тоже нет. В особо тяжелые моменты уже в ходе терапии иногда он предлагал мне лечь, полежать. Но мы тоже выправили эту ситуацию очень хорошо. Медикаментозное лечение он мне не предлагал, потому что он считал, что я и так справлюсь. Я просила его, могу я записывать наши сессии, потому что мне нужно было переслушать, подумать о чем-то и дальше, чтобы цепочкой велись сеансы все, чтобы не было вот этих вот обрубков, что я ему рассказывала уже это, прихожу еще раз это рассказываю, а мне нужен был этот процесс. И меня жутко раздражало, когда он забывал, что я ему говорила уже. Я очень злилась. Что еще? Какие-то куча всяких упражнений и очень много разговоров. Все, что было нужно, в принципе. Всегда мы старались не переключаться, а все-таки проговорить все это дело, прочувствовать, но не переключаться. Для меня плохо работает переключение, если я не проработала это что-то. Если говорить как психолог, это было очень интересно. Не всегда было приятно, но это было очень полезно. И поэтому я говорю, не меняйте часто терапевтов. Потому что происходит внутри терапии очень много всего. И иногда, болтаем с подругой, я ей рассказывала некоторые ситуации из психотерапии. И она говорит, ты что, зачем ты туда ходишь вообще, что вы там делаете? Но как психолог ты понимаешь, что это процесс, ты можешь злиться, ты можешь разговаривать на очень разные, порой очень интимные, порой странные темы, но все это будет внутри и в процессе. Ты можешь конкретно сказать, что были ярко какие-то выраженные техники работы? Техники? Мне кажется, Ренат Данисович как-то собирательно работает. Нет, для меня это было слишком сложно следить еще и за телом, потому что я рассказывала, и ты переполнен чувствами, эмоциями. Нет, следил Ренат Данисович. Он всегда мне указывал на мою позу, на то, краснею я или нет, закрываю лицо руками, или там, может, что-то тереблю. И заставлял меня задумываться даже на то, как я при входе, во-первых, на походку, и, во-вторых, куда я села. И, кстати, та же самая походка в итоге изменилась.
с очень сутулой и такой «защитите меня», до, нормальный. Во-первых, отношения в семье и с мамой отношения, с отцом. Наверное, для меня это был решающий фактор. Все вскрылось, все отношения в детстве, все, что происходило в детстве, все, что я пережила в детстве, так или иначе. Потому что уже дальше я не была способна как-то справляться из-за детства. Недолюбили, может, в детстве. Свой отец бросил. Мне кажется, у меня есть аддикции, потому что я курю и выпиваю. Выявленных других расстройств нету, диагнозов тоже. 3-й год, наверное. Сейчас я остановила немного. Я обращаюсь, когда чувствую, что мне нужно. Последние полгода, раз в месяц, раз в 2 месяца, наверное. Когда мне нужно что-то обсудить, и когда я не справляюсь, когда я хочу заниматься уже опять селф-хармом. Нет, на группах я не была, потому что когда мы начинали терапию, не то, что группа не хотела, в целом терапии, конечно, не хотела, но на группе это прям вообще нет. Я бы не смогла в тот момент слушать кого-то еще, я бы вообще не воспринимала никак. Позже мне Ренат Данисович предлагал походить на группу, по-моему. Но в ходе учебы там у нас своя группа началась, и все очень много всего. Сложно все это совмещать. Так у меня в целом не было желания ходить на группу. Я не чувствовала счастья в целом как-то. Все было очень мрачно, но жить как-то не очень хотелось. Сейчас же мне хочется что-то делать, развиваться, любить. Огромнейшая мечта посетить как можно больше стран, во-первых. Во-вторых, цели — это закончить свои эти еще 2 образования. Сейчас суицидальных мыслей нету. В порыве какой-то злости бывает желание навредить себе. Я иду заниматься спортом, я могу побегать. Но это переключение, конечно, немножко. Если я злюсь на другого человека, я стараюсь, естественно, об этом говорить, как мы, собственно, на терапии научились. Я записываюсь на психотерапию, мы разговариваем с психотерапевтом. Для меня это так работает. Если действительно я сейчас себя порежу, то-то, 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 это может быть, это было до. Сейчас же нет, это очень импульсивно у меня происходит. Это нужно высвободить энергию. Ни о чем другом в этот момент я не думаю. Я пережидаю в целом. Что она в целом работает. Но надо много времени. Что это спасает? По крайней мере, меня. Сейчас у нас в школах начали появляться психологи. Я считаю, что пусть идут. Хотя бы поговорят с школьным психологом, хоть как-то начнется разговор. Просить о помощи, не бояться. Тоже неплохо. Говорить, что тебе не здорово, нехорошо, плохо. Главное говорить. Я думала о том, что мы, конечно же, поговорим о порезах и попытках суицида, но я хотела сказать, что дело этим не ограничивается. Ты можешь заниматься спортом также убийственно. Ты можешь очень много работать, забывать про еду, курить, пить алкоголь. Что это очень важно, не только порезы. Об этом я хотела сказать, чтобы люди замечали проявление саморазрушающего, самоповреждающего поведения не только в порезах, и у детей тоже, и у подростков в целом. Наверное, об этом. Так я, в принципе, сказала все, что хотела, хотя это было очень сложно.